Пауки там, да? Ой, попади! 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 У нас уже месяц на небе. Ты папу потерял. Друзья, перед просмотром ролика не забывайте поставить палец вверх и подписаться на канал. Жду вашей подписки. Приятного просмотра. Доброго всем дня. Сегодня у нас 25 июля 2023 года. Харьков. Я продолжаю свой видеодневник. Сегодня прекрасная солнечная погода. Пока что не жарко, но вчера было слишком жарко. И, кстати, я вчера читала, что на Украину движется вот этот вот циклон из Европы с жарой. И на следующий понедельник у нас на 31 число ожидается плюс 41 градус. Наверное, будем спасаться где-то возле водоемов, другого выхода не остается. Я вообще очень трудно переношу жару, особенно в последнее время. Сейчас, слава богу, не так жарко, но вчера уже было жарковато. По поводу обстановки. Воздушная тревога кричала и ночью, и утром, и вот сейчас воздушная тревога, мы ехали, тоже кричала. Мы пришли с Амираном на занятия. Немного получше он стал себя чувствовать. Я даже не знаю, что это было. То ли с глаз какой-то. Температуры нет, но вот так вот. Кстати, я хотела бы сказать по поводу... Мне пришло уведомление, может быть, кто-то из вас что-то мне скажет. Я с 6 утра сегодня сижу. Значит, проснулась я от сообщений на почту электронную. YouTube мне отправил, это уже не первый раз, что поступают запросы на субтитры, на английский язык, на другие. Я думала, честно говоря, что у меня стоят субтитры. Я знаю, что некоторые люди с других стран смотрят, ну, есть русскоязычные люди, а есть люди, которые, естественно, не понимают ни русский, ни украинский. И я думала, у меня есть субтитры, оказалось, что у меня субтитров нет. С 6 утра до 10 утра сегодня я сидела, у меня просто уже глаз начал дергаться. Я так и не поняла, каким образом. Я посмотрела где-то 10 обучающих разных роликов, которые рассказывали люди, как же подключить субтитры. Русские я подключила. Как сделать английские субтитры, я так и не смогла. Ребята, если кто-то что-то знает, в общем, там, где автоматически перевести, у меня эта графа автоматически перевести горит просто серая, потухшая. На нее ты кликаешь, оно вообще не нажимается. И вот я вам скажу, за последние 1,5 года вот любое, что нужно сделать, когда надо было привязать YouTube к AdSense, я это смогла осуществить только через 7 или 8 месяцев. Получить вот этот вот подтверждающий код я тоже смогла через определенное долгое время. И то он подтвердился автоматически электронно. Письмо так и не пришло. В общем, у меня постоянно такие какие-то проблемы, потому что у меня совершенно другой склад ума, не математический. Я гуманитарий. В общем, мне вот эти вот какие-то такие манипуляции компьютерные даются. Ну, как даются? Мне это не нравится, понимаете? Мне это не нравится, вот это вот сидеть. Я, во-первых, все делаю с мобильного телефона. Очень многие функции доступны только на ПК-версии. Конечно же, можно включить на мобильном телефоне ПК-версию, но, в общем, суть не в этом. Так, это проехали. Если кто-то что-то знает, как и подключить эти субтитры, напишите, пожалуйста, мне тогда на почту. Буду очень благодарна. Ну, учитывая то, что я с мобильного телефона это делаю, не забывайте. Еще мне написали, вот вчера очень много поступило комментариев по поводу моего похода в налоговую, как же я так живу, ой-ой-ой, все уже так все быстро все делают во всех странах. Спасибо нормальным, адекватным людям, которые поняли ситуацию и написали, что ходили точно так же по кабинетам очень долго туда-сюда и, ну, сталкивались с теми же самыми ситуациями. Были люди, которые... находясь в Украине, написали, что это все неправда, что нужно, что у тебя что, DIA нет. Нет, ребята, у меня DIA нет. И никогда не было. Нет у меня в телефоне DIA.
У меня на этот счет свое мнение. Поэтому я хочу сделать, а что у каждого человека в нашей стране есть ДИА, если я не хочу. То есть получается, что все подводится к тому, что ты не можешь ничего сделать просто так без ДИА. А если у меня кнопочный телефон, нет у меня интернета, нет, ну вот допустим. Почему я не могу пойти все и оплатить вот так вот? Ну, в общем, кто-то мне написал, что девушка, видно, работает в налоговой, она написала: налоговая вам не какая-то торговая точка. Почему мы должны продавать бланки? Согласна. Можно и не продавать, можно и просто отпечатать и давать бланки для заполнения. В конце концов, в налоговую поступают сумасшедшие деньги. Ну, вот так вот, если это все взять в круговую, это сумасшедшие деньги, чтобы еще заставлять людей покупать бланк за там... Это копеечная сумма на бланке. Поэтому суть была... Кто-то написал, что идет война, а ты вот как же ты можешь, когда идет война, ты ходишь как принцесса, и тебе не так услуги оказали. Нет, ребята, я никогда в жизни не говорила о том, что, естественно, идет война. Но у нас же и до войны так было. И поэтому здесь не в том дело, что мне как-то не так оказали эти услуги, а дело в том, что мне вообще не дали реквизиты, куда платить. Вот это вот, знаете, вот там вот написано, на заборе тоже написано. Это не значит, что по этим реквизитам надо идти платить, потому что если ты оплатишь куда-то не туда, то потом и концов не сыщешь. Но это бред. Но можно же отпечатать как-то по-человечески. Просто бланки, просто квитанции на уплату. Вот и все. Так еще мало того, мне сказали и сумму налога вы должны сами рассчитать. Может, я и зарплату тоже получу оператора налоговой службы, если я сама все сделаю. Не знаю, я решила это все отложить. Может быть, это делается специально, чтобы потом пришло письмо домой со штрафом в увеличенном несколько раз, потому что я уверена, и, кстати, вот когда приходят пожилые люди, я вообще не понимаю, как они могут это все сделать. Вот вчера там была женщина, она стояла за мной, она вообще была ошарашена всем тем, что говорили мне и ей. Ну да ладно, я очень надеюсь все-таки то, что война закончится и это все нормализируется, как-то подкорректируется. И будет все нормально. Еще вчера человек написал: да, я тоже всегда с собой ношу паспорт, вот эту пластиковую ID-карту, потому что вдруг что, это у меня сейчас истерический смех, то хотя бы тело идентифицируют по паспорту. На самом деле это страшно, это очень страшно, если вот так вот, выходя из дома, уже посещают такие мысли. Всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. Помните самое главное, что все войны заканчиваются миром.